Друзья, я обязательно решил включить в курс вот такие вот прически, которые многих просто пугают. На самом деле она совсем не сложна, сейчас вы в этом убедитесь. Как обычно, начнем с построения. Для облегчения понимания я разделил нашу прическу вот на такие вот непонятные формы фигуры. Ну вот, основная форма у нас уже есть. Сейчас мы обозначим, скажем так, набросаем направление наших волос. Основных вот ярко выраженных каких-то локонов мы сейчас подчеркнем. Это нам очень сильно потом пригодится. Ну вот, карандашом, как говорится, уже здесь больше ничего не нарисуешь. Сейчас мы приступаем к закрашиванию практически всей поверхности прически. Задаем направление волос одновременно. Ну, там, где это можно сделать. И потом эти направления волос мы еще пройдемся кисточкой немного меньшего размера, но тоже с большой производительностью. Вот так практически до конца абсолютно плотно мы заштриховали всю площадь нашей прически. И сейчас, как я уже говорил ранее, мы подчеркнем направление волос вот такой кисточкой. И дальше начнем задавать фактуру прически.
Работа ластика здесь будет просто великолепно продемонстрирована. Очень он хорошо здесь сработает. И потом мы еще поработаем кисточкой, тщательно смоченной в масле и краске. Буквально вот прям будем жирно рисовать. И вы увидите, насколько это несложно. Еще немножечко поуточняем наши темные места. Ну вот, приблизительно так набросали. А теперь можем поработать с фактурой нашей прически, поработаем ластиком. И смотрите, как это делается. Да-да, вот примерно на тех же местах, где находятся реальные эти вот закрученные завитушки, как их назвать, локоны. Вот так немножко беспорядочно и в то же время в правильном направлении. Сейчас мы ластиком все это зададим и потом перейдем к работе кисточкой. Это будет этап работы над фактурой прически. Сейчас совсем не думаем о том, подчиняются ли у нас отдельно взятые объекты всему целому или не подчиняются. Потом это все будет отработано большой кисточкой, легко и просто. То есть забудем вообще об этой проблеме, а ее, можно сказать, не существует.
Ну вот, теперь начинается работа кисточкой. Вот примерно то, что я сейчас делаю, нам нужно сделать на всей поверхности. Каждый этот локон нужно так немножечко проработать. Достаточно грубо, не совсем точно. На этом этапе этого будет достаточно. Выйдем мы еще за грани нашей прически наружу, нарисуем там локоны. Это очень сильно нам поможет, нас немножечко даже взбодрит. Картинка сразу станет приобретать нужный нам вид. Мы уже начнем видеть результат нашей работы. Вот так рисует кисточка, достаточно хорошо смоченная. То есть нам нужно сделать с помощью краски и масла такую жидкую субстанцию, краску более жидкого содержания, и аккуратненько смачивая кончик кисточки там на палитре, мы наносим вот такие вот рисунки. Как замечательно получается. Надо поработать сейчас на всей поверхности. То есть мы сейчас задаем не только фактуру нашего рисунка внутри, но еще и снаружи. Обратите внимание, как я держу кисточку. Также обратите внимание на то, что я делаю это очень смело, не боясь никаких последствий. Главное не заходить на те участки, где не должны быть эти локоны. Если мы сделаем какой-нибудь не такой локон, как на фотографии, ничего страшного, все-таки это волосы, они могут вести себя по-разному. Если у нас, конечно, не стоит задача все в точности скопировать. Но большой вопрос, стоит ли точно копировать, какой в этом практический смысл. Если это копировать очень точно, то это будет достаточно усложнено, работа станет трудновыполнимой. Если такой задачи не стоит, то в принципе, соблюдая границы, можно делать локоны менее похожие, более похожие. Все это будет работать на то, что в целом рисунок будет очень сильно похож на фотографию.
Ну вот, завершается наш этап по работе над фактурой. Видите, у нас не совсем подчинено целому все. Надо будет с этим поработать. И в принципе все. Наша прическа готова.
Ну вот и все, рисунок можно считать практически законченным. Еще немного, и вы увидите в конце фотографию. Всем спасибо за просмотр. Услышимся